Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу с вами поделиться замечательным рецептом сладкого пирога. Для этого нам понадобится 300 грамм муки, просеять, щепотка соли, 100 грамм масла холодного из холодильника. Я его уже нарезала кубиками. И все это нам надо хорошо растереть в крошку. Делаем это быстро, чтобы масло не успело растаять. Рецепт очень простой, и тесто получается превосходное. Добавить 1 чайную ложку разрыхлителя. Хорошо перемешать. «100 грамм йогурта можете заменить сметаной. Все тщательно собираем в один комок. Долго перемешивать тесто не надо. Как только все собралось вместе, этого достаточно. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут, а лучше на 1 час. Форма 18 сантиметров в диаметре. И тесто нужно расформировать так, чтобы осталось для бортиков. Сначала немного раскатаю, это не обязательно, тесто будет крошиться, вы не переживайте. Все у нас получится хорошо, главное не волноваться и все делать с любовью. И теперь, хорошо разминая тесто, я формирую форму для тарты. Мне нравится, когда тарта не очень такая вся ровная. Когда ее достаешь из духовки, у нее форма как у деревенского пирога. Это какая-то ностальгия, но лично для меня. Поэтому особенно я не стараюсь все выравнивать. Все равно все получится очень красиво и очень вкусно. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 200 градусов, режим вверх-вниз, примерно на 10-15 минут. Подготовлю фрукты. У меня сегодня это персики и сливы. Нарезаем дольками наши фрукты. Можете даже нарезать кольцами, как вам нравится. Видите, как красиво получилось? Дадим полностью остыть. А пока подготовим заливку. 2 куриных яйца, 70 грамм сахара, у меня каштановый, цедра лимона, ваниль, крахмал 1 столовая ложка. Все хорошо перемешать. Добавить 250 грамм йогурта. Еще все раз тщательно перемешать. Немного крахмала, чтобы фрукты у нас не расползлись. Я добавляю корицу, мне очень нравится, вы можете это пропустить. И выкладываем фрукты. Как вы будете их выкладывать, это зависит от вашего настроения и предпочтения. И заливаем.
Отправляем в духовку, предварительно уже разогретую, до 180 градусов, примерно на 25-30 минут. И вот, вы видите, как это прекрасно, как это красиво. А вы даже не представляете, как это вкусно. Дадим остыть и нарезаем. Мы, конечно, не дождались, когда он полностью остыл. Мы уже его стали есть вот так вот сразу. Это так вкусно, это так нежно, это так легко. Практически совсем без сахара. Всем приятного аппетита, спасибо за просмотр и до новых встреч!